Какое мне сегодня платье одеть? Красное или черное? А с кем мне вообще на свидание лучше пойти? С Васей или с Петей? И это следующее видео из серии про знаки зодиака. И говорить мы будем про знак зодиака Весы. Его характеристики, принцип действия. И если ваш асцендент или восходящий знак, простыми словами, находится в Весах, а также другие планеты вашего гороскопа находятся в знаке Весы, то это видео будет для вас актуально и полезно. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! Весы – это 7-й знак зодиака и такая вот половинка зодиакального круга. Весы – это второй представитель стихии воздуха. И если вы не смотрели видео про стихии знака зодиака, то в описании под этим видео будет ссылка на это видео. И вот вспоминаем. Символ весов – это две такие чаши, гуляющие немножко туда-сюда, потому что постоянно все взвешивают и пытаются найти баланс. Но при этом эти чаши соединены таким жестким металлическим стержнем, который дает им опору и не дает им разваливаться во избежание перекоса. Поэтому такие люди достаточно взвешены и объективны в своих решениях. Они анализируют ситуацию с 3000 разных сторон, прежде чем принять какое-то окончательное решение. И часть аргументов они обязательно положат на одну чашу весов, часть аргументов они положат на другую чашу весов. И вот происходит такое вот постоянное, скажем так, колебание и анализ. И весам тяжело принимать решения из-за своей склонности взвешивать вот эти все за и против. Поэтому они могут тратить достаточно много времени на анализ, прежде чем сделать какой-то выбор. И особенно им сложно принимать решения, когда они сталкиваются с выбором между двумя равнопривлекательными вариантами. И даже несмотря на то, что они долго думают, долго сомневаются, все равно приходит время, когда все-таки надо принимать вот это окончательное решение и делать вывод. И тогда в игру вступает как раз-таки вот этот стержень, который и соединяет вот две этих чаши весов. А стержень твердый, непоколебимый, так и результат, который выдают весы, обжалованию и пересмотру по итогу не подлежит. Если они сделали вывод, они в нем укоренились. Если они решили, что так должно быть, значит именно так и будет. Это как судебный приговор. И вот кто-то из вас, возможно, представил весы, которые стоят на рынке, чтобы взвешивать овощи, фрукты. И вот признайтесь честно, напишите в комментариях, кто именно так подумал. Но нет, это не такие весы. То есть в астрологии символ весов – это прототип весов, которые держит Фемида, богиня правосудия. И весы по природе своей, они как судьи, выслушивают все аргументы разных сторон, чтобы принять по итогу правильное и окончательное решение, но, как мы сказали, которое по итогу обжалованию не подлежит. И одной из наиболее примечательных черт весов является их стремление к справедливости. И они часто встают на защиту тех, кто находится в более слабом положении и борются за соблюдение этических норм. И они стремятся к тому, чтобы правила были справедливыми для всех. И неважно, кто и какой масти. То есть для весов все равны, и для них не существует какой-либо там иерархии в общении. И они явно не потерпят, когда более власть имущие обижают или принижают простых людей. Ну, например, там в офисе, на работе, когда руководящий состав может как-то пренебрежительно относиться к младшим сотрудникам. И вот тогда вот весы тоже вступают в игру и наводят свои порядки. И весы всегда помогают слабым или более беззащитным, так как у них это вшито в ДНК. Их чувство справедливости заставляет их бороться за равные права и возможности абсолютно для всех. И они могут активно участвовать в общественных движениях, либо в борьбе за социальную справедливость. И весы стремятся к объективности и честности, и они не склонны к каким-то предвзятым суждениям и стараются рассматривать ситуацию с разных сторон. Поэтому весы вполне могут стать отличными адвокатами, либо защитниками прав человека. Еще одна отличительная черта весов – это постоянное стремление к гармонии во всех аспектах жизни. Им нравится, когда все находится в каком-то вот балансе, в гармонии, и они часто занимаются вот именно поиском
этой гармонии и внутри себя, и в окружающем мире. И по сути весы, они даже рождены, чтобы вот создавать баланс в мире, и они прекрасно справляются с этой задачей. С самого первого взгляда можно заметить, как весы излучают уравновешенность, и они обладают уникальным сочетанием качеств, вот, делающих их отличными специалистами в областях, требующих именно дипломатии, креативности, стремления к справедливости. И весы, они умеют убеждать, и они обладают сильными навыками дипломатии и часто выступают даже в роли посредника в каких-то конфликтных ситуациях. То есть в целом им даже нравится разрешать вот эти разногласия, улаживать споры, и они это делают настолько спокойно, настолько гармонично, и даже в любой конфликтной ситуации весы с легкостью могут угомонить оппонентов, утихомирить их, да, вывести на простой, спокойный человеческий разговор, потому что сами по себе весы, они не любят конфликты, они не любят вступать в перепалки. И все должно быть достаточно дипломатично. Весы стремятся к гармонии, комфорту, и они избегают конфликтов, потому что им это не надо. Иначе конфликтные ситуации будут вгонять весов в какой-то дикий стресс. Поэтому даже планируя какую-то деятельность или решая какие-то вопросы, где в качестве участников присутствуют другие люди, весы всегда будут обдумывать ситуацию с разных сторон и стратегически планируют шаги таким образом, чтобы это не привело к конфликтам с участниками данного мероприятия, да, чтобы не было каких-то недовольных людей, либо каких-то обиженных людей. Весы в целом все думают наперед, но если так сложилось спонтанно, что весы втянуты в какой-то конфликт, а мы выяснили, что у весов достаточно сильно проявлен страх перед конфликтами, то они могут даже промолчать и не высказать свое мнение, даже если надо было бы по-хорошему это сделать, просто чтобы уйти от неприятной ситуации. Потому что в приоритете для весов все-таки стоит сохранение и спокойствие мира. Мир во всем мире. И тогда все счастливы. И им даже проще отказаться от какой-то идеи, пожертвовав своими желаниями, лишь бы противоположная сторона была довольна и спокойна. Весы — это партнерский знак зодиака. Им нравится общаться с людьми, им нравится устанавливать новые контакты, а их обаяние и общительность делают их вообще прекрасными друзьями, собеседниками, компаньонами, и они легко могут находить общий язык вообще абсолютно с разными людьми, создавая приятную атмосферу в обществе. И весы обладают невероятной способностью слушать и понимать точку зрения других людей. Причем они не просто слушают, но они слышат, что им говорит собеседник. Также у весов хорошо развиты интеллектуальные способности, и они любят обучаться, расширять свой кругозор. Причем обучаются они тоже через общение, благодаря своему широкому списку контактов, а мы знаем, сколько людей, столько и жизненного опыта. И у весов нету какого-то узкого круга контактов. Им интересно общаться абсолютно со всеми и с людьми с разных слоев населения и разных профессий. И именно благодаря своему умению слушать, весы развиты достаточно многосторонне, и это кладезь знаний и жизненного опыта, жизненной мудрости других людей. И в общении с весами вы всегда видите интересные, глубокие разговоры, и они легко могут поддержать любую беседу. Хотя по правде слушать им все-таки нравится больше, чем травить какие-то байки, как это делают близнецы. И за счет того, что весы — это венерианский знак зодиака, потому что им управляет такая прекрасная планета Венера, то у таких людей, конечно, очень сильно выражены именно творческие способности. И это тоже врожденное качество, которое позволяет не просто видеть вокруг красоту и эстетику, но и преображать все вокруг и делать таким красивым, эстетичным. То есть весы интересуются искусством, модными тенденциями, стильными вещами, каким-то изяществом. Они стараются привнести это в окружающую среду, или посещать, по крайней мере, такие места и заведения, с которых потом можно картины писать.
И творчество весов, оно достаточно многогранно. И даже, например, если человек занимается спортом, то это должен быть красивый вид спорта. Ну, например, там гимнастика или бальные танцы. А если человек увлекается музыкой, то, как правило, весы, они меломаны по природе своей. И музыка должна хорошо ложиться на слух. То есть такая мелодичная, танцевальная, приятная к прослушиванию, а не жесткая музыка типа хард-рока и так далее. И у весов есть очень хороший художественный талант и хороший врожденный вкус. И даже если они не рисуют картины, то у них хорошее врожденное видение. А как, например, вот должен выглядеть там рекламный макет, то есть хорошие дизайнерские способности, и они могут быть отличными дизайнерами абсолютно в любой сфере. Например, дизайнер в маркетинге, дизайнер интерьеров, дизайнер фэшн-индустрии. Весы могут иметь разного рода творческие хобби, потому что их вдохновение приходит от красоты и гармонии в окружающем мире. И свой этот творческий талант и эстетичный вкус они стремятся применять абсолютно во всем. В стиле одежды, в благоустройстве дома, на отдыхе, на фотосессиях, да вообще где угодно. Главное, чтобы глаз радовался. И эти люди ценят, конечно же, красоту и эстетику во всем. То есть их дома, рабочие пространства всегда уютны, стильны, оформлены со вкусом. Но в какой-то степени все-таки весы, они даже перфекционисты. И они могут даже посоревноваться с девами. Хотя девы скажут, ну конечно, куда уж вам до нас, тут типа никто не переплюнет в этом перфекционизме. Но весы на самом деле внешне могут не показывать этого или намеренно могут сделать вид, что не заметили, там пропустили, но по факту они замечают все. То есть они обращают пристальное внимание на детали, на мелочи, там, кто куда посмотрел, кто что сказал, кто что взял. И они постоянно анализируют все происходящее вокруг. А качественный анализ, конечно же, невозможен без деталей. Поэтому у весов всегда, скажем так, ушки на макушке, и они очень много знают. Хотя есть и другая сторона этого качества. Весы стремятся к идеалу в своей работе, в своей жизни. И этот перфекционизм и умение обращать внимание на детали позволяет докручивать продукт или услугу, которой занимаются весы, до совершенства. Хотя весы понимают, что совершенства априори не существует. Да, они берут себе вот некую эталонную модель, которая стремятся, но достигнув одного уровня совершенства, на горизонте сразу начинает мелькать новый уровень, к которому опять надо стремиться и заниматься вот этим улучшайзингом. А вот это стремление вперед обусловлено амбициозностью весов. И когда речь идет о достижении своих целей, весы будут упорно работать, чтобы добиться успеха, добиться какого-то ощутимого результата, которым они, конечно же, смогут гордиться. И когда у них есть цель, они становятся очень решительными. И тут уже нет места вот этому раскачиванию весов там вправо-лево, о котором мы говорили в начале ролика. И они также будут работать круглосуточно, чтобы получить результат. Но весы могут страдать от недостатка неуверенности в себе и быть достаточно самокритичными. Поэтому они постоянно нуждаются в поддержке и признании. Когда у них есть поддержка, они горы свернуть могут. Если поддержки этой нет, то они начинают страдать самобичеванием и проявляется такой синдром никчемности, потому что их труды не оценены. И, конечно же, весам нужны партнеры, по крайней мере, которые будут хвалить за уже имеющиеся достижения и напоминать весам, какой он классный и как же он нужен обществу. То есть вот это чувство собственной ценности весы склонны в себе принижать, а общество и близкие люди должны помогать его восстанавливать. Но не надо хвалить весов вот просто так, потому что лезть под давки весы как бы не оценят. А вот похвалить за хотя бы маленькие достижения весов вот стоит, потому что это вселит им больше уверенности и желания покорять новые горизонты. И если мы поговорим, конечно же, про отношения подробнее, то, казалось бы, весы — это воздушный знак. Но в отличие от близнецов, они не Фигаро тут, Фигаро там. Да, весы обладают хорошими коммуникативными навыками и достаточно широким кругозором. И их ум и способность к общению делают их действительно интересными собеседниками. Но им также важно устанавливать вот именно долгосрочный контакт, долгосрочную связь, со своими партнерами, друзьями, да вообще с людьми.
И в любовных отношениях весы тоже ищут партнера, который будет соответствовать им в интеллектуальном и эмоциональном плане. То есть весы стремятся к гармоничным и равноправным отношениям, где каждый партнер уважает мнение другого. Также весы — это романтики по природе своей, и они ценят романтические жесты, красивые моменты в отношениях. Они сами могут создавать атмосферу романтики даже в повседневных ситуациях, но и не прочь, когда эту сказку создадут и для них. Поэтому завоевывать весов надо красиво, с определенной долей нежности и красоты, а не вот по принципу, как особенно у нас принято, пришел, увидел, завалил. Весы дружелюбны, и у них обычно много друзей, как раз из-за своей вот этой дружелюбной натуры. И их главный принцип — это не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И они создают теплые дружеские отношения вообще с окружающими людьми. Люди к ним тянутся, потому что весы всегда найдут время, выслушают, отложат свои дела, чтобы помочь кому-то, если надо. И даже если вы с весами мало знакомы, но обратились к ним с какой-то просьбой, они обязательно вам помогут. И, конечно, весы из-за своих таких человечных ценностей будут хорошо ладить абсолютно с любым знаком зодиака. Но наиболее комфортными для них в общении являются все-таки представители воздушной стихии, это весы-близнецы водолеи, а вот кармически весы связаны с Овном, потому что это их, скажем так, противоположность, которая покажет им, что не всегда надо все обдумывать с разных сторон. Иногда надо просто взять и начать делать, не доводя сразу до идеала, и по сути Овен выпишет весам таких волшебных пенделей для движения вперед. Но это мы с вами обязательно обсудим в других видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, посмотрите этот плейлист, чтобы узнать своих друзей и родных, близких получше. И с вами была Саша Ващилко. До новых встреч! Так все-таки в красном платье на свидание с Васей или в черном платье на свидание с Петей?